Тот самый долгожданный блокбастер, мрачный детектив, дорожное кино и многое другое. Здравствуйте, мои славные киноманы, вы на канале Shadow Tavern. И сегодня у меня для вас 7 отличных новых фильмов, которые в этом году получили цифровой релиз. А еще мне будет безумно приятно, если вы меня поддержите. Не стесняйтесь поставить под видео лайк, добавить комментарий и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Располагайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняшками и чаем и приятного просмотра. Бэтмен. Готэм-Сити потрясен серией убийств важных политиков, совершенных жестоким убийцей, называющим себя Загадочник. Он держит город в страхе, раскрывая секреты и угрожая еще большим хаосом, если его не остановят. Альтер-эго миллионера Брюса Уэйна, Бэтмен, начинает собственное расследование, пересекаясь с Селиной Кайл, которая хочет выяснить, что случилось с ее подругой. Эта встреча ставит их обоих на путь противостояния самым темным элементам преступного мира Готэма, включая гангстера-пингвина и криминального босса Кармайна Фалькона, которые, возможно, имеют пару козырей в рукаве, способных разрушить жизни обоих. Фильмы о Бэтмене, пожалуй, одна из самых продолжительных и успешных вещей в мире кинокомиксов. Пускай не самая устойчивая в плане актерского состава, однако с момента создания персонажа, появившаяся во многих разных и уникальных воплощениях. В этот раз огромную трехчасовую интерпретацию своего собственного видения героя нам представил Мэтт Ривз. И эту адаптацию многие уже называют лучшей из всех. Самая большая проблема этого фильма, на мой взгляд, его продолжительность. Он длится почти 3 часа, и на самом деле чувствуется каждая секунда хронометража. Сцены растягиваются молчанием, пристальными взглядами и медленной ходьбой Бэтмена. Основной сюжет, основанный на загадках Ридлера, очень тонок. Даже кажется, что он где-то на втором плане повествования. Забавно, но попытались добавить и юмор. В рамках этого детектива он кажется несколько вынужденным и натянутым. Но что действительно привлекает — неонуарный Готэм. Он действительно погружает в атмосферу комиксов, а постоянный дождь и бесконечный мрак, прекрасно перенесенные на экран, дают во всей красе почувствовать этот мир. Аллея кошмаров. 1939 год. Стэн Карлайн устраивается работать в передвижную ярмарку, перед этим сжигая дом вместе с неким телом. Руководитель ярмарки просит его помощи в поимке зверочеловека, одного из важных элементов их представления. Таким образом, Стэн находит себе новый дом и начинает осваивать всевозможные способы развлечения и обмана публики, а в частности чтение мыслей по методу одного из популярных в прошлом артистов. Вскоре Стэн решает выступать с подобным номером самостоятельно и погружается в мир мистификации экстрасенсорики. Фильм основан на одноименной книге 1946 года и фильме, который вышел год спустя. И хотя благодаря визуальным эффектам в нем прекрасно переданы дух и мрачная атмосфера эпохи, это очень длинный и медленный фильм. Он длится более 2,5 часов и кажется уж слишком затянутым. Даже если убрать от него 30-40 минут, он не сильно бы потерял в содержании. Сюжет развивается в 40-х годах, потому разговоры и манера поведения отличаются от привычных нам, что в сочетании с детальными декорациями, воссоздающими вид карнавала того времени, способны легко погрузить зрителя в происходящее. Дель Торо — потрясающий режиссер. Фильм выглядит сказочно, а актеры подходят своим ролям. И все же, лично мое мнение, «Аллея кошмаров» нацелена именно на поклонников старого нуара, мрачного и вдумчивого. Лулу и Брикс. Фильм рассказывает нам о двух ветеранах армейских рейнджерах, у каждого из которых есть свои нерешенные проблемы. Джексон Брикс — демобилизованный армейский рейнджер, восстанавливающийся после травмы. Он хочет пройти курс охранника, но ему нужно разрешение от своего бывшего командира. Неуверенный в том, что Брикс справится, офицер ставит условия. Он доставит пса из К-9 по кличке Лулу на похороны бывшего хозяина для последнего прощания. И после этого начинается дорожное кино. Трейлер и жанр этого фильма могут натолкнуть вас на ложную мысль, что это комедия. В целом, да, в фильме есть немало смешных ситуаций, но это очень серьезная и взрослая комедия. Хотя в ней есть некоторое количество юмора, в первую очередь это драма. Исследуется посттравматическое стрессовое расстройство, зависимость и распад семей ветеранов. Два рейнджера неохотно отправляются вместе в долгую поездку. По дороге они находят друг в друге утешение и поддержку. А еще на этом пути возникает множество трудностей. В общем, это хороший фильм, но, вероятно, его поймут именно взрослые, способные сопереживать. «Пылающее море». Этот норвежский драматический триллер — новый фильм-катастрофа от режиссера Джона Андреаса Андерсона. Согласно сюжету, София, сотрудница нефтяной компании, обнаруживает, что их деятельность в Северном море наносит колоссальный ущерб природе, а нефтяные платформы находятся под угрозой обрушения и взрыва. Она пытается предупредить руководство, но то старается как можно лучше скрыть от мира свои ошибки и просто замять проблему. София понимает, что ее возлюбленный все еще находится на нефтяной вышке, а сама компания не намерена ничего делать для спасения людей. Теперь она
вынуждена действовать вопреки всему и своими силами пытаться помочь, пока не стало слишком поздно. Актерская игра в этом фильме может показаться довольно типичной для жанра катастроф, но чувствуется норвежский подход к кинематографу. Больше всего может удивить огромное количество тем, в которые пытается влезть этот фильм, всяческих социальных и экологических проблем, которые он старается осветить здесь даже с перебором. CGI правдоподобен, сценарий также вполне хороший, хотя есть небольшие сюжетные дыры, фильм не кажется слишком глупым или затянутым, и его приятно смотреть. Кими. Анджела Чайлдс работает из дома, контролируя записи Кими, голосового помощника системы умного дома. Для нее такая работа идеальна, из-за своей агорафобии она не может выйти из дома, например, даже сходить за помощью к стоматологу. Но в один из дней ей кажется, что в записи она обнаружила звуки преступления. И самое логичное, что нужно было предпринять, и в то же время зияющая сюжетная дыра этого фильма — нужно позвонить в полицию. Но в таком случае, видимо, история бы закончилась даже не начавшись. Стивен Содерберг хорошо поставил этот фильм, и пусть начало немного затянуто, но это отличный триллер. Мастерство режиссера не вызывает никаких сомнений, а вот актерское мастерство и визуальная часть не самые выдающиеся. Да, работа оператора отражает и настроение персонажа, ее психологическое состояние. Однако порой ракурсы камеры вызывают головокружение и кажется, будто добавлены просто потому, что оператор решил показать все, что умеет. Кими не лучший фильм, однако качественно срежиссированный и освещает множество актуальных проблем. Поклонникам социальных драм точно смотреть. «Дорогой Эван Хансен» — это экранизация мюзикла, удостоенного премий Тони и Грэмми. Сюжет рассказывает об Эване Хансене, старшекласснике с социальным тревожным расстройством, чье письмо самому себе, не предназначенное для посторонних глаз, попадает в руки одноклассника. Позже этот одноклассник уходит из жизни, а инцидент заставляет Эвана встать на путь самопознания и дает ему шанс наконец-то принять себя и быть принятым своими сверстниками. И, конечно же, жить той жизнью, о которой он и не мечтал. С момента выхода трейлера главный скепсис вызывал каст Бена Плата, который в 28 играет ученика средней школы. Это действительно отвлекает внимание, однако причины его участия понятны. Он прекрасно справляется с ролью и отлично исполняет вокальную часть. Не забывайте, что прежде всего этот фильм мюзикл, хотя нужно признать, что это не классический мюзикл с заразительными мелодиями и танцами, а тот, у которого поющие диалоги, говорящие о борьбе, жизненных ошибках, тревоге и, в конце концов, мужестве двигаться дальше. И, наконец, бесконечность субъекта неизвестен. Сюжет фильма следует за Джейн, женщиной, застрявшей в однодневной временной петле. Каждое утро Джейн оказывается привязанной к стулу, и каждый день она сбегает из заключения. Она не помнит, как туда попала, переживает видение воспоминаний во вспышках и ищет путь к спасению. А после того, как замечает, что за ней ведется наблюдение, она твердо намерена освободиться и найти того, кто проводит над ней этот безумный эксперимент. Ничто не захватывает больше, чем непредсказуемый сюжет, и этот фильм способен таковым похвастаться. Вообще в фильмах о путешествиях во времени или героях, застрявших во временной петле, в целом нового нет уже ничего. Но этот фильм, кроме неплохого сюжета, отличает еще и странное техническое решение. Он снят практически на коленке, вместо камеры послужил мобильный телефон. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока.